Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. С вами снова я, Ариша. Чудесный день сегодня. Я нахожусь наедине с природой. Ну, почти. Это уже, наверное, с 10-й попытки я пытаюсь снять видео, потому что постоянно кто-то появляется в кадре и отвлекает меня. Вот. Но похуй. Сегодня у нас такая серьезная тема, на которую я давно хотела поговорить. Тема одиночества. Почему одиночество — это на самом деле круто? И как нам внушают, что это что-то плохое? Почему одиночество — это роскошь, это выбор, а не какая-то участь и наказание? Погнали! Дело в том, что с самого детства, ребят, нам внушают, что вот быть одиноким человеком — это самое страшное, что вообще может быть. Ну, если ты одинокий, если ты обычно один, то, сам по себе, то ты какой-то изгой, ты странный, с тобой что-то не так, ты неудачник, ты вообще лох, чушпан. И нам это внушают, программируют наше сознание, например, такими фразами, вот еще с детства. Будешь плохо себя вести, никто с тобой дружить не будет. Не родишь детей, а в старости некому будет подать стакан воды. Будешь стервой, никто за тебя не выйдет замуж, останешься ты старой девой, а в 40 лет у тебя будет 40 кошек, и никому ты больше не нужна. Ну и т.д. Сегодня я вам докажу, что все эти установки — это полная хуйня. Ребят, вы понимаете, что как бы сильно вас не любили ваши родители, ваши друзья, ваш парень, ваша девушка, жена, муж и так далее, никто из них не сможет вас любить так, как вы сами можете себя любить. Потому что все эти люди, они знают определенную сторону вас, ту, которую вы показываете. Мы же на самом деле со всеми разные. То есть родителям мы показываем одну сторону себя, друзьям другую, в отношениях третью и так далее. И только лишь вы сами, только вы проживаете эту жизнь вместе с собой от начала и до конца, от рождения и до смерти. Вдумайтесь, никто из вот этих ваших близких людей не знает вас так, как вы себя сами. Но проблема в том, что многие люди сами себя не знают, поэтому они ищут как заполнить эту пустоту, а пустота есть в нас всех на самом деле. Они заполняют ее другими людьми, потому что они не знают сами себя, и оставаться наедине с такими мыслями — это страшно. Большинство людей на самом деле себя не знают до конца, чего они хотят, может, даже не знают каких-то своих скрытых талантов, какого-то своего скрытого потенциала. У многих людей вообще нет никаких интересов, типа хобби. А все почему? Потому что они себя не знают, и они живут неосознанно, они живут на автопилоте. Вот знаете такую фразу «от себя не убежишь»? Это правда. Потому что часто наш внутренний мир, он страшнее, чем внешний. То есть можно сменить работу, школу, круг общения, можно вообще сменить город, страну, что угодно. Но если вот здесь ты с собой не в ладах, это все бесполезно, ты все равно будешь несчастен. Вы понимаете? Я в этом видео не хочу вам внушать, что нужно быть хикой, нужно быть всегда одному. Нет, можно общаться с кучей людей, но при этом чувствовать себя хорошо одному. И также можно общаться с кучей людей,
и совершенно не уметь находиться с собой в одиночестве. То есть, когда люди, вот, которые себя не знают, которые себя не любят, которым с самими собими плохо, а когда они остаются в одиночестве, это для них просто, какая-то, блядь, пытка. Они не знают, чем себя занять. У меня тоже такое было. Это такое состояние вот пустоты. Какая-то фоновая тревога. Вот вроде бы все нормально, но что-то, блядь, не то. Вот что-то там фоном вот гудит. Я прекрасно знаю, что это за чувство, потому что я раньше сама была такой же. Я не знала, блядь, кто я. Я не знала, чего я хочу. И вот эту пустоту я заполняла тоже другими людьми. Вот. И когда наступало вот это состояние, вот этой тревоги, вот этой пустоты, когда я оставалась наедине с собой, мне, что мне хотелось? Мне хотелось с кем-то встретиться. Мне хотелось забыться, там, напиться, обдолбаться. Но для этого всегда нужна была компания. Потому что, когда ты с другими людьми, вот этот вот шум твоих собственных мыслей, он приглушается. Ты его не слышишь. А его на самом деле нужно слышать, потому что можно очень много полезных вещей узнать о себе. Потому что как тревоги, так и свои желания, то есть какие-то полезные вещи, какие-то полезные мысли, мы их не слышим, когда мы постоянно вот пребываем в компании людей. Совершенно два разных состояния. Это когда тебе нравится общаться с людьми, ты получаешь удовольствие, у тебя есть друзья, там, семья, но при этом, когда ты один, тебе вообще заебись. То есть твое внутреннее состояние не зависит от наличия этих людей рядом. То есть, пиздато, когда они рядом, мне одному хорошо. Я один знаю, как себя развлечь, чем заняться. Вот. Когда тебе люди нужны, чтобы просто чувствовать себя нормально, потому что самим с собой тебе очень хуёво. Это уже совсем другой разговор. Вот люди, которые так мыслят, что им обязательно для счастья нужен кто-то, вы понимаете, что люди — это вообще очень ненадежный ресурс. Наверное, самый ненадежный из всех, который может быть. То есть там какая-нибудь квартира или машина, или просто деньги, они гораздо надежнее. Типа, да, их тоже можно проебать, безусловно, но это будет уже, скорее всего, по вашей вине, 99% случаев. А с людьми это может произойти вообще, без вас. То есть люди могут вас бросить, люди могут умереть, и вы ничего с этим не сможете сделать. Вот это неизбежно. Вы можете быть самым прекрасным, самым доброжелательным, обаятельным, красивым, умным, просто охуенным человеком, но вас все равно бросят. Вот такое возможно. И каждому из нас, придется через это пройти, хотим мы этого или нет. Только кто-то вот после того, как их бросят или у них умрет близкий человек, кто-то просто сломается, потому что они останутся наедине с собой впервые, там, может быть, за всю жизнь, но за какое-то долгое время. И они охуеют, потому что они вообще себя не знают, они не знают, как дальше жить, они не знают, что они хотят. Вот просто всю вот эту пустоту внутри занимал другой человек. И этого человека больше нет в их жизни. Все. Дос. И как жить дальше, блядь? Но дело в том, что вот эту пустоту, ее можно заполнять еще многими другими вещами. Типа творчеством, путешествиями, новыми знаниями, какими-то увлечениями. Да дохуя всего, ребят. Это то же самое, что любовь. Я всегда говорила, что для меня любовь — это не обязательно должно относиться к человеку. Любовь — это просто состояние. Любовь может быть ко всему. Типа я люблю вот эту природу, вот этот тополиный пух, который на меня сейчас летит. Я люблю музыку, я люблю определенные места там, я люблю Таиланд, я люблю Великобританию, я люблю Бали. И у меня эта любовь, она просто это тоже любовь. И она имеет такое же место быть, как и любовь к человеку. Блять, я не знаю, как это сказать еще, но вы поняли. У вас есть только вы.
Да, это страшно звучит, и для меня это раньше тоже было страшно очень, вот эта мысль сама. Вот знаете, когда я первый раз съела ЛСД, ни одно видео не обойдется без вот этих наркотических опытов, но это просто, это реально изменило кое-что в моей голове, потому что я тогда очень сильно охуела. Я съела целую марку первый раз, и поначалу мне было очень весело, но потом уже в какой-то момент меня накрыли просто страшные мысли о том, что вот то, что я одна, хотя со мной были мои друзья, ну типа, вы знаете, вот это состояние ребенка беспомощного, беззащитного, такого очень, как это на русском, ну короче, vulnerable, типа, который, блядь, не знаю, потерялся в огромном супермаркете, потерял там родителей. И вот так я себя чувствовала. Я чувствовала, что вот этот страх, то, что я сама ответственна за свою жизнь и больше никто. То есть все решаю я, все создаю я и все разруливаю тоже я. И это на самом деле прекрасно. То есть это буквально означает, что вы творец и вы Бог. Потому что вы все создаете, не кто-то там, а вы. И только от вас все зависит. Но мне в тот момент это было просто, ну, пиздец. Это просто взорвало мне голову. И я думала, что, ну, у меня сейчас какой-то страшный бэд-трип начнется, потому что эти мысли, они прям кричали. Но когда меня попустило, я вот об этом задумалась всем. Типа, почему вообще меня посещали такие мысли, почему они были такие интенсивные, такие страшные. И я поняла, что, блядь, что я себя не знаю на самом деле, что мне нужно получше узнать саму себя, познакомиться с собой, стать своим лучшим другом, своим фанатом, блядь. Ну, понимаете же, человек, он может быть себе самым лучшим другом и в то же время самым страшным врагом. Это правда. Ребят, у вас есть только вы. Мы приходим в этот мир одни и уходим тоже одни. Это неизбежно. Все зависит только от вас. И вы Бог, и вы Создатель. Если вы научитесь слышать себя, вот свои мысли, а не то, что там другие люди говорят. И тут еще такой момент, что немало существует людей, которым сложно найти себе друзей, сложно влиться в общество, как-то социализироваться. Я сама была таким человеком, у меня была социофобия очень сильная. В детстве я вообще мечтала, чтобы со мной дружили, потому что у меня не было друзей. Или там были типа друзья на 2 недели, которые потом становились хейтерами. И все, чего я хотела, это просто, чтобы у меня были друзья, потому что без друзей я просто чувствовала себя никем, просто пустым местом, просто, блядь, оболочкой. Вот. Но со временем я поняла, что найти друзей, найти себе компанию, найти просто с кем пообщаться, это намного, блядь, легче, чем найти гармонию с самим собой. Это намного легче, ребят. И я понимаю, что, да, многим сложно, типа, найти друзей и все такое. Опять же, это происходит, потому что вы сами себя не любите, потому что вы не уверены в себе, потому что, может, у вас нет каких-то интересов. А когда вы себя проработаете, когда вы станете действительно личностью, цельной и интересной, это все зависит только от вас. То есть вот эти годы, которые вы там сокрушаетесь, что у вас нет друзей, вы пытаетесь найти хоть кого-то, хоть с кем-то пообщаться, и неважно, кто это. Кто попало, вообще всякий сброд. Но об этом потом, чуть позже поговорим. Вот это все время, что вы на это тратите, вы можете потратить на саморазвитие. Даже тупо просто посидеть в интернете, посмотреть прикольные картинки, сохраненки ВКонтакте, там Тамблер, не знаю, что, Pinterest, и понять, что вам нравится вообще. Посмотреть фильмы какие-то классные, послушать музыку, научиться чему-то новому. Вот. И так постепенно у вас сформируется какая-то личность, и плюс ко всему вы научитесь, привыкнете быть наедине с собой, вы узнаете себя больше. Вам будет уже намного проще с кем-то подружиться,
потому что люди тянутся к таким самодостаточным, независимым, интересным людям. Такое вполне возможно, что вы после того, как себя вот вы узнаете, после того, как вы научитесь кайфовать в компании самого себя, вам уже, может быть, и не захочется никаких друзей искать, ну, типа так, пару человек, вы поймете, что вот эти все компании, вот эти все там собутыльники вам не нужны, что вам охуенно самим собой, и вы не хотите тратить время на кого попало. И на пути вот этого самопознания, на пути к успеху какому-то твоему личному, к достижению своих целей, твой круг общения может заметно сузиться. Там, каким бы ты ни был общительным человеком, типа, чем, так и есть, по сути, чем успешнее ты становишься, чем больше ты добиваешься, тем больше ты видишь суть людей, что людям всем друг от друга на самом деле что-то надо, что люди там хотят тебя как-то использовать ради своей выгоды. Соответственно, чем успешнее ты становишься, чем богаче ты становишься, тем более ты одинок. И это неплохо, блядь. Это называется избирательность в общении и понимание вообще сути людей. Потому что вот тоже такая установка из детства. Ну вот в СНГ, мне кажется, очень любят так говорить, что типа вот не в деньгах счастье, вот вы не знаете, что у богатых людей на душе, они одиноки, и даже неважно, сколько у них денег, они несчастливые люди. Хуйня, просто бред ёбаный, полная шляпа. Типа, а нищие люди, блядь, все счастливы, типа, да. Нищих людей никто не использует, да. Нищие люди батрачат, блядь, на заводе, получают какую-то копеечную зарплату, им ебет мозги их начальник. Типа, их не используют, по-вашему, да. Всякие там абьюзеры, нищеёбы, которые ебут девушек, вообще ни во что их не ставят. Они не используют их, да, как типа секс-объект. Ну, короче, полный бред. Да, это правда, что богатые люди, они в какой-то степени одиноки, но я думаю, что в большинстве случаев им заебись, который не умеет наслаждаться собственным одиночеством и извлекать из этого одиночества что-то полезное для себя, он вряд ли вообще чего-то добьется и станет богатым. Потому что, блядь, как, если ты постоянно где-то с какими-то долбоебами шляешься, если ты просто вот не понимаешь, кто ты, и ты слушаешь вот других людей и живешь, может быть, вообще не так, как ты сам хотел, а так, как тебе кто-то там когда-то сказал, там твои родители, общество, там друзья, кто угодно. Теперь переходим к следующей важной части, про то, насколько важно окружение, вот люди, которые вас окружают. Потому что, не считая родителей, мы сами формируем свое окружение. Опять выглянуло солнце, мне вообще не нравится. Но ладно. То есть, каким бы самодостаточным человеком вы не были, вам все равно так или иначе придется контактировать с людьми. Опять же, я не говорю, что не нужно ни с кем общаться. Нет, друзья — это круто, это классно. Но очень важно, кем вы себя окружаете. Подружишься с миллионером — сам станешь миллионером. Подружишься с наркоманом — станешь наркоманом. Подружишься там, блядь, с вором — станешь сам вором. Особенно, когда вот вы еще не до конца сами себя поняли, сами себя вот до конца не нашли, то влияние других людей, оно может быть очень сильным. Вообще мы все друг на друга в той или иной степени влияем. И не всегда это влияние хорошее. То есть иногда даже очень вредное. То есть есть люди реально энергетические вампиры, паразиты, которые просто высасывают с вас энергию, от которых у вас может развиться депрессия, шизофрения и даже рак. Поэтому нужно быть очень избирательным в своем окружении. В этом видео будет очень много склеек, походу. Сразу сорян за это, потому что постоянно, блядь, ходят люди. Оказалось, что здесь, вот где я сижу, тут находится какой-то, блядь, камень священный, на который нужно сесть, и типа у женщины будет там 100 детей, а у мужика будет вечно стоять хуй.
И люди сюда приходят и садятся. Да, окружение на нас сильно влияет, у каждого там своя энергия. И люди, которые нуждаются в общении, которые не могут без этого, которые не могут быть они себя часто окружают просто кем попало. Часто терпят к себе какое-то просто ублюдское отношение. Куча примеров девушек красивых, умных, успешных, просто охуительных, просто королев, которые терпят просто какое-то паскудное отношение к себе, которых ни во что не ставит, там какой-то мужик, какой-то, блядь, морковный сблёвыш. Вот, и эти девушки терпят абьюз, унижение, насилие и так далее. Складывается вопрос, зачем? А просто потому, что страшно остаться одной. Страшно остаться вот с этой пустотой внутри, которую нечем больше заполнить. И у меня тоже было так. Вот когда мне было лет 18, это были вторые, наверное, отношения в моей жизни. Ну, первые такие долгие. Ну, полгода. Для меня это долго. Вот. И я встречалась просто с жестким долбоебом, дотером. Поначалу, как всегда, вот знаете, этот лавбомбинг, чтобы ты в него влюбилась. А далее, там, спустя, не знаю, 4 месяца просто началось просто, блядь, ужасное ко мне отношение. Типа человек мне просто пытался промыть мозги, что со мной что-то не так, что я какая-то глупая, некрасивая, недостаточно худая. И я постепенно начала в это верить. И почему я от него не уходила? Потому что мне было, блядь, страшно остаться одной. И дошло до того, что он меня толкнул, я упала, ударилась башкой. Ну, то есть, как бы тут понятно уже, что все, пошел нахуй, давай дос. Просто нахуй с пляжа. Но нет, я его после этого не бросила. Даже после этого. Это вот единственный случай был такой ко мне, ну, слава богу, в жизни физического насилия. И, блядь, я его не бросила, потому что, ну, страшно остаться одной. Я же уже так привыкла быть в отношениях. Вот, у всех моих подруг парни, а я буду одна. Ну, может быть, у нас все наладится. Может быть, он меня все-таки любит. Нет, зай. Он тебя не любит. Вот к чему приводит вот этот страх остаться одному. Также, например, когда люди отказываются от каких-то очень крутых возможностей, потому что они там боятся быть далеко от их семьи, не боятся уехать там в другой город. Даже если им там предлагают какую-то пиздатую работу, какую-то, ну, пиздатые перспективы, они боятся, что а как же там у меня тут друзья, у меня тут семья, у меня тут парень, как же я уеду? Да вот так, блядь. Все равно потеряете близких людей когда-нибудь, ребят. Да, это страшно, это больно, но это неизбежно, это ждет всех. И, ну, сейчас не говорим про смерть, вот поговорим, когда люди бросают тебя, перестают с тобой общаться. Вы знаете, вот с людьми, которые очень боятся остаться одни, это происходит чаще, чем с самодостаточными людьми, которым, в принципе, похуй, которым и с людьми хорошо, и без людей. Вот люди, они, особенно мужчины, почему-то, вот они как-то чувствуют это энергетически, подсознательно, они чувствуют, что ты очень, ну, зависишь от них, что ты без них не можешь жить, ты без них просто потеряешься по жизни. И они вот это чувствуют, и даже самые прекрасные люди, которые вообще там не манипуляторы, не абьюзеры, они поймут, что вот типа с вами так можно сделать, как-то нехорошо, вы это стерпите, вы это проглотите, потому что, ну, вы проглотите, стерпите что угодно, лишь бы не остаться одним. И они это чувствуют и начинают к вам хуже относиться, сами того, может, не понимая. Вот. И в конце концов они вас бросают. Кстати, вот этот парень, который меня, блядь, толкнул, и я ударилась башкой, и я его не бросила после этого. Вы знаете что? В итоге он меня бросил. Прикиньте, какой я себя дурой просто чувствовала. Ты вот так держишься за человека, вот так боишься от него сама уйти.
И в итоге он уходит от тебя. Это, блядь, неизбежно. Это ждет вас всех, если вы боитесь быть одним. Это неизбежно, ребят. Опять же, про детство. Как я уже сказала, мне в детстве вот не хватало общения, не хватало друзей. И вот я мечтала, чтобы у меня были друзья. И вот я повзрослела, и теперь все ровно наоборот. Часто такое бывает, что люди хотят со мной дружить, типа люди ко мне прям тянутся. Я с ними там просто познакомилась на какой-то вечеринке, или там нас друзья познакомили, или в интернете. И вот эти люди, ну, типа, мы немножко пообщаемся с ними, с человеком с этим, я немного поговорю о чем-то, и все, и он уже считает, что мы, блядь, ЛПшки, что нам надо дружить. А мне похуй. Ну, то есть мне нужно, чтобы прям вайб совпал, чтобы меня заинтересовал как-то человек, чтобы мне хотелось с ним дружить. Я не хочу дружить со всеми подряд. Мне похуй вообще. Теперь, наоборот, люди сами ко мне тянутся, а мне уже поебать. У меня есть друзья, и мне как бы уже больше не нужно. Я люблю там новые знакомства какие-то интересные, но у меня нет вот уже такой нужды в этом. Вот. Это опять же к тому, что когда вы себя познаете, вы поймете, что вам на самом деле никто не нужен. Ой, блядь. Короче, ребят, смена локации, потому что солнце и бесконечно проходящие мимо меня боты меня уже заебали. Вот уже просто потеряла всякое терпение. Поэтому теперь я сижу среди деревьев на веточке. Вот, так о чем я говорила, да, стало похуй на новое общение какое-то, и ко мне стали все тянуться. Знаешь, как говорят, вот типа, будь проще, и люди к тебе потянутся. Нихуя, будь сложнее, и к тебе не будут тянуться всякие долбоебы. Перейдем к самому главному. Как же все-таки научиться вот этому состоянию гармонии с собой, наслаждаться собственной компанией? Ребят, ну, что тут сказать? Мне очень сильно помогло путешествовать в одиночестве. Я вам очень советую это сделать. Если вы это еще никогда не делали, вы просто попробуйте один раз, и вы охуеете, как это круто. И после этого вам захочется еще и еще. 80% моих путешествий за последние лет 5 это все было в одиночестве. Потому что, ну, блядь, это ни с чем не сравнимое чувство. Ты типа чувствуешь себя таким свободным, независимым. Никто тебе не испортит вайб. А это частая проблема, вы знаете. Вы можете быть в очень красивом месте, о котором вы мечтали, типа, давно, попасть просто туда. Но вам не будет там хорошо, вам будет уже хотеться домой, потому что рядом с вами человек, который вам просто руинит вайб. Блядь, завали ебало. Вот у меня такое было в детстве, когда мы ездили отдыхать с мамой и с отцом. К маме претензий нет, а вот отец, он просто каждый раз портил вайб, портил ауру. И, ну, мне вообще уже не в кайф были эти поездки. Я вообще уже там не наслаждалась, я хотела просто домой. Короче, попробуйте реально куда-то поехать одни. Я понимаю, что первый раз жопу больно, первый раз страшно, но поверьте, это того стоит. Просто вот никто вам не портит планы, ни с кем не надо договариваться, искать какие-то компромиссы, вот эти типа, ой, нет, я не хочу туда идти, ой, блин, что-то я вообще сегодня никуда не хочу идти, у меня нет настроения, давай останемся в отеле, ой, что-то я себя плохо чувствую. Вот эта вся хуйня. Вы захотели, поехали, блядь, на пляж, захотели с кем-то встретились. Вот опять же, если вы умеете общаться с людьми, опять ебучее солнце, то вам будет легко, даже если вы куда-то приехали одни, ну, лично у меня так, типа, я могу в любой стране абсолютно найти себе компанию. Даже если я изначально там вообще никого не знаю. Ребят, мы живем прекрасное время, на самом деле, во время интернета. Вы можете просто куда-то приехать и познакомиться с кем-то в инсте, типа в ТикТоке. Даже если вот вы плохо знаете английский, то почти в любой стране можно найти русскоговорящих людей, типа СНГ людей. СНГ комьюнити. И вообще, ребят, жизнь такая короткая, блядь, вы понимаете,
Если ты хочешь что-то делать, делай это прямо сейчас. Когда мне было лет там 18-19, мне уже часто хотелось куда-то поехать. Ну, не с родителями, а самой. Но я думала, ну как я одна поеду, надо там с кем-то, с какими-то друзьями. Хотя у меня тогда друзей особо не было, были просто типа, ну, знакомые. Но никто не мог, короче, со мной поехать. И я не ехала. И вот эти все мысли тупые, типа, ой, ну как же я там буду один? Я потеряюсь, меня украдут в рабство, меня там выбит макака. Мне будет скучно. Ребят, это все полная хуйня. Может быть, если вы бот, так оно и будет, но если вы... Короче, вам не будет скучно, если вы интересный человек. У тебя девочка есть. Если боитесь в другую страну, ну попробуйте для начала просто в другой город. Одни, вот просто езжайте. А еще круче это переехать вообще в другую страну, где ты почти никого не знаешь. Это вас очень круто прокачает как личность. Вы просто научитесь выживать в любой ситуации, потому что, ну, вы понимаете, когда вы один, когда вам не на кого надеяться, вы типа далеко от дома, ну, тут приходится, блядь, как-то выживать, крутиться, какие-то придумывать темки. Меня это сделало очень более взрослой, находчивой. Блядь. Ну, то есть, там всякие ситуации были, когда я там теряла телефоны, документы, и тут как бы, ну, без вариантов надо как-то самому выкручиваться. Вот, и плюс, когда ты живешь в другой стране, нужно мутить деньги там на аренду, и поэтому ты становишься более такой мотивированной зарабатывать и более ответственной за свою жизнь. Вот так. Далее, если у вас сейчас нет возможности там поехать куда-то в другую страну или переехать, то начните просто, блядь, с прогулок на природе или, ну, где угодно, просто начните гулять одни. Вы охуеете, как это круто гулять одному, типа в наушниках. Я обожаю это делать. Вот я сейчас уже 4 часа гуляю одна, мне просто охуительно. Потому что даже когда вы гуляете, вам тоже могут испортить настроение. Ну, даже если не испортят, ну, просто для меня гулять с друзьями это одно, а само это другое. Я и то люблю. Но вот когда ты сам просто один, ты можешь... Блядь, столько прикольных идей приходит за время этой прогулки. Плюс ты как-то больше все созерцаешь, больше замечаешь каких-то красивых деталей, которые вот, ну, лично я бы не заметила, когда я с кем-то. Потому что когда я с кем-то, у меня просто внимание переключается полностью на человека, и я ничего не замечаю. Напишите в комментарии, у кого так же. Потом попробуйте сходить на концерт одни, на концерт вашего любимого исполнителя. Вот знаете... Опять же, почему не нужно, блядь, ждать, пока там появится какая-то компания, чтобы куда-то сходить? В далекие годы, когда в Россию еще приезжали крутые артисты, это было в России, значит, было давно. Когда в Россию приезжали, ну, все там, блядь, Леди Гага, Янглин, Блейди, Лил Пип. В 2017 году я очень хотела попасть на концерт Лил Пипа. Но мне совершенно не с кем было туда идти. Никто из моих знакомых вообще не шарил. Вот если бы сейчас такое событие произошло, я бы, блядь, даже не задумывалась, идти мне, не идти, неважно. Идет со мной кто-то, не идет, какая вообще разница, это, блядь, мой любимый артист. Но тогда я не пошла, потому что я была просто долбоебкой. Мне было страшно. Ну, все же как-то вместе ходят на концерты, а я буду одна, как лохушка. Нет, я так не хочу. Блин. Ну вот, результат. Блядь, Лил Пип умер в этом же году, и я никогда не попаду больше на его концерт. Тупо, очень тупо. И вот так, ну вот задумайтесь, если вы будете бояться что-то делать одному, если вам всегда нужна будет компания, а компании всегда не будет. Даже если у вас все друзья тех же интересов, что и вы, все равно, ну, наступит момент, когда вы захотите куда-то пойти, поехать, но будет не с кем. И что теперь? Упускать этот шанс, который может быть единственный в жизни? Что еще? Ну,
Творчество, конечно, творчество, обучение чему-то новому, спорт. Это все можно и нужно делать одному. Не знаю, мне так нравится, когда я просто сижу дома одна, я все время чем-то занимаюсь, чем-то полезным, интересным. Ну, не всегда, конечно, но могу сказать так, что в периоды, когда я почти все свое свободное время провожу одна, я наиболее продуктивна. Потому что меня никто не отвлекает. Вот. У меня очень слабая социальная батарея. Я считаю, что это хорошо. Меня пугают люди, у которых она просто бесконечная, которые постоянно с кем-то где-то вот шароебятся, разговаривают там по телефону, постоянно с кем-то переписываются 24/7. Вот, ну, я не понимаю этого, типа, им нормально так, им так круто, классно. Но проблема этих людей чаще всего в том, что когда они все-таки остаются одни, пару дней посидят дома, и им очень хуёво. Они просто не могут себе найти место, им скучно, и возникает вот эта опять потребность с кем-то куда-то выйти, созвониться и так далее. Я никого не осуждаю, я просто это не понимаю. Так, что еще вам сказать? Вот еще забыла, почему одиночество — это свобода, независимость, и это вообще очень круто, потому что подумайте сами, как много ситуаций в жизни, когда нам приходится быть с людьми, когда мы не хотим. Это не ваши друзья, это не ваша там семья, не ваши любимые люди. Ну вот самый простой пример. Хочешь ты снять квартиру, но у тебя нет на это бабок. У тебя есть бабки только там, ну, на комнату, на какую-нибудь комнату в коммуналке. И что тебе приходится делать? Тебе приходится снимать ее с другими людьми. Это чаще всего даже не твои друзья, это просто какие-то вот рандомы, ну, какие-то знакомые. В общем, тебе приходится с ними делить вот эту жилплощадь, видеть их каждый день. Вот на моем опыте это ужасно. Мне просто хотелось выпилиться, когда я так жила, но, слава богу, это длилось совсем недолго. Потому что я могу жить только одна. Вот опять же, пожил один хотя бы полгода, и ты поймешь, как это круто, если ты никогда не жил один. Вот. А богатый человек, у него нет такой потребности жить с кем-то, типа делить с кем-то эту жилплощадь. Если он захочет там жить с каким-то человеком, который ему нравится, типа с которым ему хорошо в быту, он будет с ним жить. Но если он не хочет, он не будет ни с кем жить, он будет жить один. То же самое, когда тебе приходится ходить на работу куда-то в офис, каждый день видеть людей, которых ты не хотел бы видеть, вот эти все коллеги, коллеги, начальника. Каждый день. Если бы ты мог, ну, не все могут, ну, типа, если бы ты мог работать из дома, то ты бы работал из дома, ты бы не ходил ни в какой офис и не общался вот с этими людьми, а в идеале работал бы на себя, типа, сам себе хозяин. Ну, короче, вы поняли, к чему я это говорю, что на самом деле, если бы все люди бы так могли, то все они намного больше времени бы проводили в одиночестве, им это было бы в кайф. Поэтому богатые люди в этом плане, да, они более одиноки, но это пиздато. Они в этом плане счастливее, независимее, свободнее и т.д. Короче, мне кажется, я вам все сказала уже, что можно по этой теме. Разжевала, обсосала и т.д. Ребят, не бойтесь быть одним, учитесь любить себя, слышать себя, узнавать себя, быть своим лучшим другом, своим фанатом, любимым человеком. Это очень важно, это самое важное в этой жизни. И не бойтесь остаться одни, мы все равно все умрем одни. Вот так. Обняла, приподняла. Увидимся в следующем видео. Пока.